Маг на престоле. Маг Гуаммата, он же Лжебарди, может быть, впервые самозванца, о котором повествует история. К сожалению, повествует она сбивчиво, невнятно, а подчас из чужих слов. Поэтому действо о царе магии обычно относится к числу сюжетов, о которых почти каждый что-то когда-то слышал, но, как правило, и не более того. Одна из древнейших историй воцарения самозванца, сведения о которой сохранились в письменных источниках, произошла в VI веке до нашей эры. Кир, создавший Великое Персидское царство, погиб в походе на Массагетов. Престол царя царей в 529 году до нашей эры унаследовал старший сын Камбис. Правителем он оказался решительным и энергичным, но был подвержен внезапным вспышкам гнева. Младшего брата Бардию Камбис счел соперником и велел тайно убить. В 525 году Камбис завоевал Египет, и, как сообщает египетский источник, величайший ужас охватил страну. Завоеватели бесчинствовали, оскверняли храмы. Сам Камбис нанес смертельную рану священному быку Апису, которому в Египте оказывали божественные почести. Возможно, таким образом царь продемонстрировал собственное превосходство над египетскими богами. А может, это случилось во время одного из приступов безумия, которыми страдал Камбис. Впоследствии персидский царь пытался придать собственной власти в Египте легитимный характер, объявил себя фараоном, принял посвящение и распорядился привести в порядок оскверненные солдатами храмы. Была пущена в ход легенда о рождении Камбиса от брака Кира с египетской царевной Нефертидой, дочерью фараона. Царь основал новую 27-ю династию фараонов Египта. Но на этом успехи Камбиса закончились. Поход на Карфаген сорвался из-за того, что финикийцы, верно служившие персам в войне против Египта, отказались сражаться с родственным народом. А походы в Нубию и оазис Амона закончились несчастливо из-за лишений, которые войска персов претерпели в пустыне. В Мемсе, столицу Египта, армия Камбиза возвратилась потрепанной и усталой. Египтяне при виде бедственного положения захватчиков подняли восстание, которое Камбиз подавил с присущей ему жестокостью. Зачинщик восстания, бывший фараон Псаметих III, был казнен. Страна усмирена. Но покоренные народы волновались. А сами персы, составлявшие лучшую часть царского войска, начали роптать из-за тягот непрерывных походов и сражений. В 522 году до нашей эры Камбис двинулся домой. Но в Сирии получил известие о появлении в Персии самозванца, назвавшего себя царевичем Бардии. Это был Гаумата, происходивший из медийского племени магов. Брата Гауматы Камбис оставил управлять царским двором, отправляясь в Египет. Управляющий, должно быть, слышал о неудачах царя, видел недовольство армии и ропот провинций, а потому решил воспользоваться тем, что Гаумата внешне очень походил на убитого Камбизом царевича Бардию. Узнав о появлении Бардии, которого считал мертвым, царь пришел в замешательство и вызвал доверенного слугу Приксаспа, которому поручал убить брата. Так-то ты выполнил мой приказ. Убийца, распростертый у входа в шатер, поднял голову. Это ведь ложно, о царь. Я сам исполнил твой приказ и похоронил Бардию. Камбис нахмурился. Только он и убийца доподлинно знали, что Бардия убит, что человек, захвативший власть в Персии, самозванец. Однако предъявить доказательства того, что претендент на престол является самозванцем, Камбис не мог, ибо это означало сознаться в братоубийстве. Такая ситуация привела Камбиза в ярость. Он велел собираться в поход против Лжебардии, но, садясь на коня в горячке, ранил себя мечом в ногу и вскоре умер от раны.
Вообще, смерть Камбиза произошла при довольно странных обстоятельствах. Существует версия, что он покончил с собой. А египетские жрецы распространили слух, что смертельную рану царь нанес себе точно в то же место, куда поразил божественного Аписа, и что таким образом свершилась месть старых богов Египта. Как бы там ни было, в 522 году до нашей эры на престоле царя царей оказался самозванец, и даже не перс, а медианин. Хотя Гаумата выдавал себя за персидского владыку, особого доверия к персам он, видимо, не испытывал и старался приобрести симпатии покоренных народов. Одна за другой все области обширной державы объявили о своей покорности. Армия стала под его знамена, потому что не было в стране другого человека, который был бы сыном царя царей, и в силу этого владыкой над всеми персами. На базарах и дорогах царства все славили нового царя. На 3 года освободил он своих подданных от налогов и от тягот военной службы. Только среди знати росло глухое недоумение и недовольство. Почему новый царь не выходит из дворца? Почему он не принимает никого из знатных людей? А что, если этот человек не Бардия? Кое-кто из вельмож припомнил, что маг Гаумата был очень похож на Бардию. У одного из придворных зародилось подозрение, что власть в царстве захватил маг Гаумата. Но мысль эта была слишком страшной, чтобы ее можно было высказать вслух. Дочь этого придворного находилась в гареме царя. Через евнуха он решился послать ей записку. «Федима, дочь моя», — писал он, — «правда ли, что человек, который теперь твой муж, сын Кира?» «Не знаю», — отвечала дочь, — «мы в гареме не знаем чужих мужчин, и раньше Бардии я никогда не видала». На другой день, позванивая полученными монетами и бормоча проклятия, евнух прятал на груди новую записку. «Если сама ты не знаешь сына Кира», — писал придворный, — «то спроси Атосу, кто такой супруг ее и твой. Она ведь хорошо знает». Дочь отвечала, что ни с Атосой, ни с другими женами она не может теперь перемолвиться и ни словом. Как только этот человек, кто бы он ни был, сделался царем, он отделил нас одну от другой. Это было уже странно, но у мага Гауматы был один признак, по которому его нетрудно было опознать. В свое время Кир за какую-то провинность отрезал ему уши. «Когда он уснет, — писал придворный своей дочери, — ощупай его уши. Если он окажется с ушами, то знай, что супругом имеешь сына Кира. Если без ушей, то ты живешь с магом». Федима долго боялась сделать это. И если человек этот действительно окажется без ушей и поймет, что тайна его раскрыта, он, несомненно, убьет ее. Наконец, когда настала ее очередь идти к мужу, Федима решилась. Утром придворному стало известно, что под личиной царя скрывался человек без ушей. Это был маг Гаумата. Не сразу решился придворный открыть эту тайну своим друзьям. На следующий день в его доме собралось 6 самых. Прежде чем открыть им то, что стало ему известно, придворный потребовал, чтобы они дали клятву сохранить все в тайне. Они поклялись богами в верности друг другу. Узнав же страшную новость, растерялись. Лучше бы я не приходил сюда и не знал ничего, подумал каждый. Выступить сейчас против мага было невозможно. У них не было ни солдат, ни верных людей. Отложить расправу, пока удастся собраться силами, тоже было нельзя. Если маг узнает о заговоре, их ждет страшная смерть. Но не всех.
Одного из них, кто донесет, маг пощадит. Вот почему каждый, для того, чтобы его не опередил другой, прямо из этого дома наверняка поспешил бы во дворец. Об этом думали все, но никто не решался сказать вслух, пока не заговорил сын царского наместника Дарий, бывший среди них. «Мы должны действовать сегодня же», — сказал он. «Если сегодняшний день будет упущен, я сам донесу обо всем магу». Между тем маги тоже не теряли времени даром. Они догадывались, что их тайну могут раскрыть, и над ними нависнет опасность. Поразмыслив, братья пришли к выводу, что им надо сделать приксас по своим другам и союзникам. Он столько натерпелся от Камбиса. Даже сына его не пощадил жестокий царь, убил выстрелом из лука. Маги знали, каким большим уважением пользуется Приксас у персов. Знали и то, что только он знает правду о судьбе сына Кира, брата Камбиса. Они пригласили Приксаспа на тайную беседу, во время которой наобещали ему золотые горы, если он будет заодно с ними. Приксас поклялся, что не проговорится персам о том, кто на самом деле восседает на троне, и будет выполнять все их задания. Маги тут же дали ему первое поручение. «Завтра мы соберем персов на площади перед царским дворцом. Ты поднимешься на башню и обратишься к собравшимся со словами, что персами правит Бардия, сын Кира, и никто другой. Призовешь их не верить никаким слухам на этот счет». Приксас поднялся на башню. Взоры тысяч людей устремились на него. Маги тоже не спускали с него глаз. Приксас повел речь о предках Кира, потом о самом Кире и о том, как много хорошего сделал для персов этот царь. Маги с нетерпением ждали, когда же наконец он произнесет слова, которые развеют подозрения персов. Но Приксас неожиданно громко объявил, что Бардии сына Кира нет живых, а сейчас правят маги. «Плохо придется вам, персы, если вы не избавитесь от них и не расправитесь с ними». Закончил он речь и бросился головой вниз. А в это время к дворцу уже двигались заговорщики во главе с Дарием. Они не знали, что произошло на Дворцовой площади. Когда же узнали о речи Приксас по его гибели, стали советоваться, стоит ли нападать на магов при таком стечении народа. И решили, что нельзя упускать удобную возможность. Они были из знатных фамилий, и стража не посмела чинить им препятствий. Но во внутреннем дворе путь им преградили евнухи, которые обнажили мечи. Заговорщики быстро уложили на месте стражи гарема и бросились во внутренние покои. Братья-маги находились там и обсуждали, что им следует делать. Услышав за дверями крики и звон оружия, они сразу догадались, что случилось. Один из братьев взял в руки лук, другой схватил копье. Они вступили в схватку. Одному из персов маг угодил копьем в глаз, другому нанес удар в бок. Но лук для ближнего боя не годился, и потому схвативший его маг выбежал в соседнюю комнату, захлопнув за собой дверь. Дарий с одним из друзей пустились вдогонку. Они настигли мага, и началась схватка. В темноте перс и маг упали на пол, тщетно пытаясь одолеть друг друга. Дарий в нерешительности стоял над ними с занесенным мечом, не зная, что делать. «Бей мечом!» — крикнул заговорщик, который боролся с магом. «Я могу убить тебя? Убей хоть нас обоих, но маг должен погибнуть». Дарий взмахнул мечом и убил мага. Так повествует об этой странной истории Геродот. Царем Персии стал Дарий,
И сегодня на огромной скале по дороге между Тегераном и Багдадом можно видеть высеченный на камне рассказ об этом событии. Надпись эта была сделана по приказу Дария. Дарий убил мага и стал царем, гласит заключительная фраза текста. Рассказ Геродота – одно из самых первых упоминаний о самозванцах. Дарий начертал на Бегестунской скале историю своего царствования, начиная с этого подвига. Это повествование самое драгоценное. Надпись сопровождается барельефом, представляющим царя и 9 связанных самозванцев, из которого он одного попирает ногами. Это Лжебардия, о чем свидетельствует особая краткая запись. Следует отметить, что реформы, проводимые Гауматой, были направлены против персидской верхушки, во главе которой стоял род ахеменидов. И они принесли ему поддержку всех подданных, которым маг, как пишет Геродот, сделал много добра. Вот почему после гибели мага о нем сожалели все, кроме персов. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.